Кёнджу считается туристическим центром Южной Кореи. Все потому, что город представляет музей под открытым небом, где сосредоточено огромное количество уникальных древних памятников и национальных сокровищ страны, находящихся под охраной ЮНЕСКО. В большинстве своем они связаны с древним государством Сила, столицей которого выступал Кёнджу. Достопримечательности разбросаны по разным частям города, и стоит заранее продумать логистику между ними. На мой взгляд, для этого города удобнее всего брать машину и исследовать его на колесах. Но если такой возможности нет, ничего страшного, можно приехать даже на один день и посмотреть его центральную часть. Мы остановились в Кёнджу на 5 дней, но из-за того, что приболели, поездка немного смазалась. В итоге выбрались погулять только в центр города. Пожалуй, самая необычная достопримечательность – это парк с курганами. Считается, что в них расположены королевские гробницы. Чем более высокое положение в обществе занимал умерший, тем выше насыпался холм земли. В один такой курган даже можно заглянуть внутрь, но мы почему-то не нашли вход. Однако большинство из них еще не раскопаны, и неизвестно, что может скрываться под толстым слоем земли. Кстати, забираться на курганы категорически запрещено, штраф 20 миллионов вон, поэтому лучше ходить по дорожкам. Примерно в 10 минутах ходьбы от парка с курганами находится одна из старейших сохранившихся обсерваторий Восточной Азии и одно из старейших научных сооружений на Земле – 7 век эпохи государства Сила. Обсерватория Чхомсонде включена в список национальных сокровищ страны и объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы были в Кёнджу в октябре, и именно в этом месяце здесь проходит фестиваль Сила. В парке мы несколько раз встретили представление в виде шествия королевской свиты, что создало особую атмосферу. Примерно еще в 10 минутах ходьбы от обсерватории находится пруд Вольче и дворец Тангун, дополнительный дворец королевской семьи при государстве Сила. Вместе с другими постройками дворец использовался как место проживания наследника короля, а также служил местом отдыха королевской знати и для проведения торжественных приемов. После падения государства Сила дворец именовался Анапче, но после обнаружения в 1980-х годах фрагментов глиняной посуды с надписью «Вольче» выяснилось, что первоначально это место называлось Вольче, то есть пруд, освещенный лунным светом. С тех пор эта достопримечательность носит название Дворец Тангун и пруд Вольче. В завершение нашего небольшого прогулочного маршрута мы посетили бесплатный национальный музей Кёнджу, который тоже находится неподалеку от пруда Вольче. На территории расположено несколько секций, представляющих различные артефакты наследия династии Сила, зал археологии, зал искусств, зал Анапче и зал специальных выставок. Всего в музее выставлено около 3000 экспонатов, среди которых находится 16 национальных сокровищ Кореи. Одно из них – божественный колокол короля Сандака Великого, который находится при входе в музей. Это один из самых крупных и звонких колоколов в Азии. Его вес 19 тонн, высота более 3 метров, а отлит он был в середине 8 века. Для осмотра упомянутых достопримечательностей достаточно выделить один день, но это далеко не полный список интересных мест. Для более подробного исследования города лучше заложить дня 3-4. Кёнджу расположен на юго-восточной части провинции Кёнсан-Пукто на берегу Японского моря. Сюда можно добраться как на автобусе, так и на поезде. Из Сеула дорога на поезде займет около 2 часов, а из Пусана не более 30 минут. Посещение Кёнджу удобнее всего совмещать с поездкой в Пусан. Про него расскажу уже в следующем видео. На этом у меня все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.